Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас передача непростая. Сегодня мы с вами подискутируем о том, может ли Джеймс Корден пригласить Димаша на свою передачу Carpool Karaoke. Сначала давайте поговорим о Джеймс Кордене. Он английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и комик. Родился в Великобритании в 1978 году в семье музыканта Малькольма Кордена и социального работника Маргарет Корден. Теперь давайте поговорим о передаче Carpool Karaoke. В передаче ведущий приглашает знаменитых музыкальных гостей подпевать их песни, вместе с ним путешествуя на машине Кордена по запланированному маршруту. Обычно в Лос-Анджелесе, как будто его гость нуждается доехать до места работы, и он по трассе вместе с другими машинами едет. Но это не обязательно Лос-Анджелес, это был Лондон с Адель, Ливерпуль с Полом Маккартни, Нью-Йорк с Мадонной, Лас-Вегас с Селин Дион. Джеймс Корден и Димаш познакомились во время американского шоу The World Best. Джеймс Корден, как ведущий, постоянно комментировал каждое выступление Димаша. Именно он обратился к членам жюри, чтобы сделать заявление Димаша о том, что он покидает шоу. Именно ведущий в шутку пристыдил экспертов, которые не отдали голос за Димаша Кудайбергена, когда тройка главных судей присудила ему максимальное количество баллов, а из 50 экспертов свой голос «за» отдали 48. Баллы при себе оставили балерина Королевского театра Сесили Лассен из Дании и британский продюсер с платиновыми продажами Дэйв Эринга. «Ты, Димаш, идеальный, но идеальный и лучший не всегда одно и то же», ответила балерина на возмущение ведущего Джеймса Кордена. Продюсер Дэйв Эринга аргументировал свое решение фразой: «Только потому, что ты можешь сделать, не значит, что ты должен это сделать». Комик Джеймс Корден стал повторять слово «стыд» – «shame» в адрес двух экспертов. Ведущего поддержали зрители в зале и члены жюри. Судья Ру Пол отметил, что Димаш – тот, ради кого был создан этот проект, а актриса Дрю Берримор сравнила казахстанцев с группой Queen и оперным певцом Лучано Паваротти. Вот так может поддержать Джеймс Корден молодого талантливого певца из Казахстана Димаша Кудайбергена. И он не только поддержал, но и пристыдил двух экспертов. Честный, справедливый, беспристрастный ведущий. Хочется обратиться к Джеймс Корден. Спасибо за поддержку Димаша в трудную минуту на шоу. Мы этого никогда не забудем. Но было бы еще лучше, если бы ты пригласил Димаша на твою передачу Carpool Karaoke. В твоей передаче участвует много талантливых, современных, известных на весь мир людей, и Димаш делает твою передачу намного интересней. Передача побьет все мировые рейтинги, потому что у тебя будет возможность представить миру голос с необычными характеристиками, голос, который покоряет весь мир безграничной силой, унося всех нас в необъятные космические дали, голос, который эмоционально воздействует на нас. Дорогие Дирс, я не призываю атаковать Джеймса Кордена, я призываю объяснить уважаемому ведущему, какими интересными гранями заиграла бы его передача, и я думаю, какие миллионные или даже миллиардные отклики она имела бы от зрителей шоу Carpool Karaoke. Ведь только видео с участием Адель на этой передаче имеет 233 миллионов просмотров на YouTube-канале. Кстати, если мы уже упомянули Лучано Паваротти, одного из самых выдающихся оперных певцов второй половины 20 века, то нужно сказать, что в свое время он, как неизвестный еще никому оперный певец, завоевал популярность за счет концертов в Америке. Эти концерты в основном не приносили каких-то больших доходов Лучано Паваротти, но он набирал популярность за счет узнаваемости его сначала одной части Америки, а потом уже и вторая половина Америки стала приглашать его с концертными программами. И затем уже и весь мир знал Лучано Паваротти как выдающегося оперного тенора. Ведь не только, безусловно, талант дает человеку известность и славу во всем мире, но и большая работа над популяризацией этого таланта. Многие профессионалы мира музыки это отмечают. Уважаемый композитор Бакир Баяхунов, народный артист Казахстана, подчеркивает, что в шоу-бизнесе наличие голоса не является нормой. Большую роль играет репертуар, тематика, аранжировка, постановочные эффекты. И еще раз подчеркнем, существенную роль играет распространение информации о Димаше Кудайбергене во всем мире. А как не мы, Дирс, поможем нашему казахстанскому самородку Димашу Кудайбергену в том, чтобы он участвовал на концертах и спортивных мероприятиях мирового уровня, программах, шоу, поддержке создания собственных концертных площадок Димаша Кудайбергена, обладателя бриллиантового голоса. Дорогие друзья, по завершении сегодняшней программы я хотела бы прорекламировать продукцию наших соотечественников, молодых людей,
они оба ровесники Димаша, основатели высокотехнологичной компании, работающей в Силиконовой долине, центре инновационных кластеров и венчурных капиталовложений. Ребята очень гордятся достижениями Димаша. Они, как и Димаш, хотят гордо нести знамя дух Казахстана. Они очень ответственно относятся к своей работе и дают вам гарантию, что встроенный в приложение искусственный интеллект четко различит ваш голос от фоновых посторонних звуков. Ведь непредвиденных ситуаций может быть много. Плач ребенка, лай собаки, звуки, проезжающие мимо машины с сиреной, могут помешать вашему общению по телефону. Компания Atterley уже предложила свою продукцию жителям Калифорнии. Попробуйте и вы. Вам только нужно загрузить это приложение на MacBook и следовать инструкциям. И никакие звуки не помешают вашему общению по телефону. На этом ребята не хотят останавливаться, они хотят разрабатывать более глобальные проекты, вплоть до проектов полета на Марс. Ребята просят от вас отзывы, напишите их, пожалуйста. Если честно говорить, то я имею прямое отношение к этим ребятам. Если вам интересно, я позже вам расскажу. А сейчас у меня личная просьба к вам. Попробуйте, пожалуйста, использовать это приложение в ваших телефонных переговорах. Мы уверены, что это приложение понравится вам и вашим близким и друзьям. Друзья, 6 марта мы будем проводить лайвстрим в 9 утра по времени Сан-Франциско, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Приглашаем всех наших друзей, наших подписчиков, наших зрителей. Лайвстрим мы будем вести на 2 языках – английском и русском. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось наше видео, то поставьте, пожалуйста, ваш лайк и делитесь, пожалуйста, этим видео с вашими друзьями. До свидания, до следующей встречи.